За прошедшие сутки произошли следующие изменения. На Купинском направлении сохраняется активность боевых действий. ВСУ контратакующими действиями пытаются сохранить присутствие в северной части Ивановки. Российские операторы дронами-сбрасывателями гранат начали поражать М113. Экипаж на технике, прикрываясь постройками, находился на огневой позиции. В конечном итоге военные добили технику во время отъезда. Кадры показывают, что участок места поражения уверенно никем не контролируется. Добавляется серая зона. Войска 47-й дивизии готовятся к штурмовым действиям для выхода на Степовую Новоселовку. Расчет солнцепёка термобарами накрывает украинские силы, которые скрываются в посадках возле железнодорожных путей. В разных районах часто наблюдается связка солнцепёка с последующей атакой. На Константиновском направлении продолжаются бои. В микрорайоне Канал боестолкновения идут за каждый дом. Воины обстреливают противника по всему микрорайону. В центральной части идет пристрелка по ВСУ в застройке повышенной этажности. В южной 120-мм снарядами ликвидирована группа противника, которая скрывалась в гаражном участке. Западнее Заказника, в Ступке Голубовские 2, так и не появилась фиксация присутствия бойцов, поэтому делается смещение линии контроля до канала Северский Донец, Донбасс. В юго-западной части Ивановского штурмовая группа на бронетехнике выдвинулась на огневые позиции. Проехала по началу дороги Ивановская, Клещеевка. Идет совместная работа с артиллеристами, которые обстреливают противника в лесном массиве. Юго-западнее маршрута бойцы ликвидировали танк противника. Атакующие укрепили позиции, готовятся к дальнейшему натиску. Западнее Клещеевки разведывательно-огневой комплекс 6-й мотострелковой дивизии накрывает позиции противника, чтобы и в этом районе ВСУ были выбиты за канал. Артиллеристы огневым поражением уничтожили склад боеприпасов. ВСУшникам пришлось менять место дислокации. В направлении Новопокровского отряда группировки «Центр» продолжает совершать попытки для продвижения вдоль балки Очеретина. ВСУ проводят дистанционное минирование еще в самом Соловьево. Здесь наезд произошел в самом начале балки Очеретина. Несмотря на противодействие ВСУ, бойцы немного продвинулись вперед. В районе Нетайлова гвардейцы 9-й бригады продолжают давить. В ходе продолжающейся наступательной операции зачистили оставшийся участок площадью 2,2 квадратных километра. Укрепились вдоль балки Дамаха. С западной стороны Нетайлова приступили к натиску для приближения к Карловке. На Кураховском направлении идут интенсивные бои. Обе стороны проявляют активность. В ночное время со стороны центральной улицы штурмовая группа ВСУ на Брэдли углубилась к российским позициям на 2200 метров. У железнодорожных путей, баражирующим боеприпасами и артиллерийским огнем бронемашина была уничтожена. Российские отряды начали зачищать данную точку. В контактной автоматной перестрелке с уцелевшими противник решил сдаться в плен. Контратака пресечена. Бойцы 5-й бригады по схожему маршруту провели накат. Вероятно, действие произошло после украинской контратакующей попытки. На 5 единицах бронетехники выдвинулись к центральной улице. Во время движения экипаж стрелял в сторону Солнечного микрорайона. Достигнув конечной точки, началась высадка пехоты. Судя по кадрам, северо-восточнее маршрута остался еще не до конца зачищенный участок территории. Добавляется серая зона. В направлении Великой Новоселовки отряды 127-й дивизии продолжают улучшать позиции. Вчера в вечернее время появилось продолжение съемки того же наката бойцов. Как минимум, воины достигли центральной части Старомайорского. Расширили контроль территории на 300 метров. Атакующие проявляют инициативу и в соседнем Урожайном. Силами в 2 штурмовые группы на 3 единицах бронетехники приступили к выдавливанию противника. В кадры попал момент, как экипаж ведущего танка выстрелил по ВСУ в постройке на линии контроля. Заявлено, что бойцы смогли занять несколько домов. Идет планомерный процесс ухудшения положения украинского гарнизона. Российская авиация, как и прежде, работает по противнику в ближнем тылу. В северной части Великой Новоселки летчики скинули бомбу с управляемым модулем коррекции по месту дислокации ВСУ. Противник изматывается по всему сектору. На Харьковском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. В северной части Волчанска ВСУ силами в 2 роты провел контратакующую попытку. Выдвинулся со стороны агрегатного завода. Войска группировки «Север» отбили атаку.
Примечательно, что в данной контратаке задействовались украинские силы 36-й бригады морской пехоты, той самой, которая пытается цепляться за Крынки на Херсонском направлении. В этом районе было переброшено не менее батальона этой бригады. Авиация продолжает скидывать бомбы по ВСУ в застройки средней повышенной этажности, в восточной части и в местах на противоположном берегу, откуда противник доставляет резервы. Наступающим в помощь привлечены расчеты огнеметных систем. Помимо солнцепёка включена «Тосочка», дальность поражений которой выше в 3 раза, достигает и 20 километров. Расчеты в основном работают по вражеским взводам, опорным пунктам, дзотам и дотам, которые не может достать артиллерия и танки. В этом моменте прилетело по ВСУ в центральной и южной части города. Украинское командование не только планирует остановить продвижение, но и провести контрнаступление на этом направлении. Как минимум, противнику пришлось выделить дополнительные силы в количестве 30 батальонов на это направление. Российская сторона продолжает снижать военный потенциал ВСУ. Также это способствует наступлению на других направлениях.